Ну и следующая моя часть — это уже непосредственно, что нужно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию, о которой я сейчас рассказал. То есть ситуация достаточно серьезная, все испытываем последствия на себе. Значит, ну, первое, о чем я хотел рассказать, это про мобильную версию сайта. Мы недавно, порядка 2 месяцев назад, смогли это дело реализовать, и некоторыми идеями я хотел поделиться с вами. Ну, прежде всего, статистика говорит о том, что около 32% в России пользуются мобильными гаджетами. За рубежом эта цифра порядка 50%, ну, то есть входит в интернет. Также статистика вот показывает о том, что большое количество молодых, активных и даже говорят, что платежеспособных. Но как это на самом деле, мы не совсем знаем. По своей статистике я могу сказать, что у нас вот полностью мобильной версией сайта пользуется порядка 11%, ну, может быть, чуть больше. Все остальное заходит с компьютеров стационарно. Про версии. Вот здесь специально я привел скриншот с одного там мобильного телефона, и там не совсем правильно отображался наш сайт. Как вы видите, нет центрального баннера, какие-то картинки не пропечатываются, все достаточно мелко. Если вы не имеете мобильной версии сайта, велика вероятность, что ваш сайт будет выглядеть именно так. На маленьком экране очень все трудно разглядеть. Безусловно, это может быть там каким-то скроллингом реализовано, но это неудобно. Дальше сайт должен отвечать следующим параметрам. Он должен быстро грузиться. Все знают, что мобильный интернет, он как правило, медленный. Безусловно, есть Wi-Fi, и во многих публичных местах, даже в московском метро есть Wi-Fi, но он очень медленный. Все это тоже знают. Следующее — это вот сенсорный ввод у всех практически мобильных гаджетов. Да, это хорошее преимущество, но это становится недостатком, если у вас очень большие пальцы. Это правда. Здесь вот уже картинка приведена, более правильная картинка, как вот наш сайт выглядел раньше, и вот сейчас как сайт мобильный выглядит сейчас. Если у кого-то есть с собой мобильный гаджет, вы можете ознакомиться, посмотреть, полазить. Обычный сайт, его скорее недостатки. Сайт не помещается на экране, плохо читается текст, мелкие неудобные ссылки, медленно загружается и тормозит. Ну и неудобный сайт — это минус клиент. Да? А если у вас есть мобильный сайт, то здесь все более крупночитаемый текст, удобная навигация, быстро загружается, и мы предполагаем, что это довольный клиент. Еще я отмечу, что сайт — это не мобильное приложение, их часто путают. То есть все знают, что есть Android, есть iOS, да, и если вы хотите сделать мобильное приложение, во-первых, оно под каждую операционную систему должно быть свое, есть сложности с обновлением контента, и это не совсем то, что вам нужно. Вот некоторая статистика здесь, то есть порядка 10-15% наших посетителей пользуются мобильной версией, скорее всего, эта цифра будет увеличиваться. Срок запуска — это около 1 месяца. Вот как бы довольно-таки не секрет, наш сайт обошелся около $5000. Вот есть скриншот, вы можете посмотреть, как это приблизительно выглядит. Следующая очень интересная вещь, связанная с мобильными сайтами, это геолокация. Я вот еще раз скажу, что после моего выступления будет выступать господин Рэви из США, и он более подробно про это расскажет. Что такое геолокация? Опять же, вы можете прямо сейчас побаловаться. Есть вот такой значок, скрепочка, на который, если вы нажмете, вы увидите все наши там ближайшие магазины. Она показывает, сколько до какого магазина там километров. Очень смешно, когда она показывает до Екатеринбурга 1800 километров. Ну, вряд ли кто-то туда поедет из Москвы, тем не менее. Это очень удобно для потенциального вашего покупателя, потому что если он, например, заблудился, идет от метро, а не все мы можем в 1 минуте ходьбы от метро позволить себе магазин с выходом на уличную часть, да? А магазин находится во дворах, очень легко прокладывать маршрут. То есть, когда вы видите вот эту карту с указанием магазина, достаточно ткнуть на магазин, написать «проложить маршрут», и клиент вас найдет. Во всяком случае, много уже мне людей писало о том, что спасибо, что вы такую штуку сделали, вас стало найти намного проще. С мобильным сайтом я быстренько рассказал. Очень интересная вещь, которая называется лендинг или лендинг-пейдж. Это вот как бы новый виток развития интернет-маркетинга. Появилось все это приблизительно год назад, ну, может быть, там 2 года назад.
И появилось это в связи с тем, что с развитием интернета его пользователи стали намного более избалованными и ленивыми. Сейчас они ищут фактически не компании, которые продают в данном случае музыкальные инструменты, а они ищут конкретные товары или конкретные услуги. Как правило, каждый получает представление о сайте буквально там за 5 секунд. Если вы не смогли заинтересовать клиента за 5 секунд, то он покинет ваш сайт и будет покупать где-то в другом месте. Ну, это все об этом пишет как бы реклама, а я попробовал самостоятельно в этом разобраться. И вот на следующем слайде я провел опрос ВКонтакте. У себя на стене около 240 человек за неделю ответили. Я специально как бы не размещал информацию об этом опросе на стене, потому что очень многие голосуют вопреки. То есть, например, если ты размещаешь какой-то видеоролик, ну, на какой-то товар, и прикрепляешь к нему опрос, хороший это ролик или плохой. Вот до 20% принципиально голосуют, что это плохой ролик, просто вопреки. Это вот такая тенденция, и мы ничего с ней не можем поделать. Даже если ролик очень хороший. Может быть, многие из вас видели наш ролик про электрогитару «Урал». Это очень забавно, посмотрите. Что мы видим из этого голосования? Во-первых, около 60% вообще не знают, что это такое. С одной стороны, это хорошо, то есть есть над чем работать и куда стремиться. Если отбросить вот эти 60% и посмотреть на оставшееся, то приблизительно треть относится к лендингам положительно, треть им все равно где покупать. Это будь то вот такая одностраничный сайт лендинг, или там обычный сайт, и где-то треть относится негативно. Я вот могу сказать про себя, я достаточно негативно отношусь, и я поискал, что пишут про это люди. Вот многие люди тоже негативно относятся, и по каким причинам у меня вот здесь написано. Первое, это видя одностраничную страницу, можно сделать вывод о том, что у людей нет денег на сайт. Это правда. А с людьми, у которых нет денег, работать опасно. Это тоже правда. Второе, это все знают о существовании разного рода телемагазинов, которые, когда каналы щелкаешь на триколоре, попадаются через каждый канал, да? Разного рода таймер обратного отсчета. Купи сейчас, позвони там через 5 минут и так далее и тому подобное. Ну, тоже без комментариев. Например, я очень раздражаюсь, когда у меня всплывает какое-то окно, требующее мне перезвонить или еще что-то. Есть еще две причины. Первая, слишком часто указывают окно регистрации или окно там «Сделать заказ». Это воспринимается как поисковый мусор. И еще одна причина. Я очень много пересмотрел подобных страниц, лендинг-страниц. Приблизительно, наверное, у половины не было написано название организации, ИНН, ОГРН и прочие как бы юридические вещи, которые требует закон. То есть ты сегодня даешь рекламу, у тебя лендинг-страница существует, а завтра тебя вообще не найти, потому что это удаляется и все. Ну, это вот мой собственный опрос. Я обратился вначале в несколько компаний, которые считают себя ведущими на рынке, с просьбой мне рассказать поподробнее. Когда они узнавали о том, кто я, чем я занимаюсь, ко мне терялся всякий интерес, и люди переставали на письма отвечать. Это компании, которые разрабатывают лендинги. Но потом откликнулся один из наших покупателей, который, ну, видимо, в свободное время занимается, ну, там, производством и так далее. И он мне очень помог, он мне рассказал несколько вещей, которые я хочу донести до вас. Первое, это вот в подобных одностраничных сайтах очень важен маркетинг. То есть, как я уже говорил, клиент составляет впечатление о вашей странице буквально там за 5 секунд. И за 5 секунд нужно постараться ему всю важную информацию донести. То есть это вот как сравнить японский стих хоку, да, с большой поэмой. То есть смысл один и тот же, а слов используется по-разному. Вот. Все блоки, которые есть на вот подобной лендинг-странице, они должны быть нацелены на максимальную конвертацию в действие. То есть клиент должен понять, что это такое, и должен совершить какое-то действие. Вот здесь подробно описаны блоки, которые вот должны быть на каждой там приблизительно лендинг-странице. То есть крайне эффективно рекомендуется призыв к действию, логотип, контакты должны быть указаны. Очень желателен видеоролик. Должны быть специально сделаны фотографии, они должны быть мотивирующими. Обязательно должны быть вот кнопки конверсии, это ну, там, сделать заказ, отправить заказ и так далее, вот подобные кнопки. Обязательно должны быть отзывы реальных клиентов.
Так как вы будете потом давать рекламу, и трафик, я, по крайней мере, знаю несколько магазинов, трафик которых доходит до 5000 человек с директа, только с рекламы. Трафик будет большой, и есть вероятность, что увидит кто-то, какой-то знакомый того человека, чей был отзыв размещен на вашей лендинг-странице. Это все может положительно складываться на конверсии. Это должны быть еще какие-то аргументы «за». То есть клиент, он покупает не товар, а он покупает то, что он получит вследствие этого товара. То есть если вы покупаете там гитару, лучше предлагать это как, что вы станете хорошим музыкантом, а не то, что вы сможете играть на гитаре. Подобные страницы должны очень быстро грузиться, должен быть контакт с клиентом. Не все будут, скажем так, оставлять свои заявки, многие предпочитают общаться через комментарии. И самое важное — это постоянное тестирование должно быть. То есть когда вот этот лендинг запускается, дается достаточное количество рекламы и начинают смотреть статистику. Меняют цвет кнопок, меняют фотографии, смотрят. То есть как изменяется конверсия. В среднем конверсия вот подобных одностраничных страниц составляет 3-5%. В момент запуска она намного меньше, то есть она фактически может быть 0. Но если вы подкрутите это все дело, то конверсия будет составлять потом 3-5%. Чтобы понимали, о чем речь, то есть я приведу пример. Если вы продаете гитару за 10 000 рублей, и, допустим, вы начали давать как бы рекламу. Давать рекламу нужно достаточно много. Это минимум 200 человек должно заходить на вашу страницу. По нынешним расценкам, на директ-рекламу, это может составлять до 6 000 рублей, нужно в день платить за рекламу. Но что вы от этого получите? То есть вы при конверсии 3-5%, приблизительно 6-10 человек зайдет на вашу одностраничную страницу, и, допустим, дальше это уже зависит от ваших продавцов, то есть 3-5 единиц товара вы можете продать, получив при средней наценке марже 9-15 тысяч рублей. То есть $100 в день вы можете, не имея сайта, не имея розничного магазина, но можете зарабатывать вот таким похожим образом. Вот здесь немножко про стадии создания. Я вот предварительную картинку, мне человек, который мне помог с написанием вот этой части доклада, кое-что мне рассказал, он нам нарисовал вот такую пробную картинку. Средняя стоимость подобной страницы составляет где-то около 20 000 рублей. Есть люди, которые делают за 5 000, есть люди, которые делают за 60. В основном используются готовые шаблоны, то есть это не так сложно, как кажется на первый взгляд. И мало кто учитывает аудиторию, мало кто обращает внимание на фирменный стиль. Это так называемые гайдлайны, кат-гайды, это вот фирменный стиль бренда.